Добрый день, друзья! Это канал «Золото, валюта, богатство» и я, Владимир Козловских. Это третий последний ролик в прогнозе сценариев доллара на 20-25 лет. Сами сценарии мы описали в первой и второй части ролика. Ссылка на них сейчас на экране и под этим роликом, в его описании. Прежде чем заняться долларом, скорректирую прогноз по золоту в долларе. Золото на прошлой неделе 23-27 января 2023 года в основном находилось в зоне 1930-1950, спрогнозированной в конце декабря прошлого 2022 года. В ролике «Золото. Прогноз на 3-9 месяцев». Ссылка на этот ролик сейчас на экране и под роликом в его описании. Очень сильным сигналом к началу локальной краткосрочной коррекции золота к доллару вниз являлся пробой вниз минимум прошлой недели 23-27 января 2023 года. Это условие выполнено, но после этого золото показало локальный максимум. Это достаточно редкое явление после того критерия к началу коррекции, который был сформирован в минимум прошлой недели. Это означает, что в золоте существенное влияние оказывает крупномасштабная от кварталов и лет тенденция к росту, которую мы разбирали раньше. На мой взгляд, это влияние нашего крупномасштабного прогноза того, что коррекция золота с 2020 года, продолжающаяся и сейчас, должна завершиться через два локальных минимума в сентябре и декабре этого года. После этого начнет расти вероятность глобального роста золота к доллару за пределы 1100 долларов. Дополнительные критерии увеличения вероятности этого сценария мы с вами будем отслеживать. С другой стороны, рост золота последних 3 месяцев означает, что повышение ставок ФРС в том темпе, в котором оно происходит, не помогает доллару. И он из-за прошлых эмиссий и той, которая происходит в последнее время, долгосрочно склонен к девальвации к золоту. Основой доллара является платежеспособность правительства США, а именно с ней стратегические проблемы. Двойной циклопический торговый и бюджетный дефицит – это как раз то, что увеличивает вероятность дефолта в классическом виде, либо в форме гиперинфляции в долларе. Растущие безвозвратные непроизводительные расходы на Украину и Тайвань увеличивают вероятность этого. Бог в помощь. Я ожидаю еще небольшого подъема золота до области 1990-2010 долларов. То есть, грубо говоря, в область 2000 долларов. Но после этого я все же ожидаю коррекции доллара, коррекции золота вниз в область 1770-1820. Завершение этой коррекции вниз я ожидаю к августу-ноябрю 2023 года. Эта коррекция золота, по всей видимости, завершит, имеется в виду локальная коррекция золота, завершит всю более масштабную коррективную волну в золоте, начавшуюся во второй половине 2020 года, которую мы рассматривали с вами раньше. Кратковременное укрепление доллара к золоту, по всей видимости, будет следствием того, что существенной эмиссии пока не будет. Поскольку Штатами достигнут потолок госдолга, а его повышение произойдет, похоже, летом-осенью. Плюс я ожидаю от англосаксов какой-либо очередной глобальной гадости провокации до конца года. Это также должно привести к завершению понижательной коррекции последних месяцев доллара к другим валютам и его возврата роста к ним. Это относится к евро, фунту, иене и другим западным валютам. Во всех этих валютах ситуация их динамики к доллару очень опасная. Они в среднесрочной перспективе, то есть 2-4 квартала, находятся в зоне риска срыва в девальвацию, в очень масштабную девальвацию к доллару. Позже мы эту ситуацию разберем подробнее, в том числе и через использование золота. Локальное укрепление доллара вследствие временной приостановки эмиссии, помимо ослабления валют к нему, приведет и к продолжению коррекции вниз нефти. Минимума нефти я ожидаю в конце марта-начале апреля в области 60-65 долларов для легкой нефти и 67-73 для Брента. Я пошел на очень подробный анализ длинной истории доллара к рублю с двумя целями. Во-первых, чтобы немного ввести вас на конкретном реальном примере в идеологию и терминологию технического анализа. Во-вторых, когда мы
будем с вами смотреть к рублю золото и другие валюты, вы увидите, что там долгосрочная картина пока подобна доллару. Подобно той картине, которую мы смотрели в долларе. Это с точки зрения ее классификации в терминах технического анализа. Но суть происходящих сейчас перемен с точки зрения движения валютных курсов – это кардинальное расхождение сценариев поведения к рублю, золота и других валют. И индивидуальные картины движения валют к золоту и будут определять устройство финансовой системы мира в ближайшем будущем. Мы с вами это дальше будем анализировать и прогнозировать. После того, как мы посмотрим динамику золота и других валют, недвижимости, сырья, фондовых рынков, вы постепенно увидите, что наиболее адекватным представлением для денег является золото. Оно, конечно, менее удобно в операционном смысле, но это иллюстрация экономического закона. Чем более качественными являются деньги, тем менее они доступны. Поэтому мы рассматриваем золото не как операционные деньги или фетиш, а как инвестиционные, то есть более качественно сохраняющие стоимость и способность выступать эквивалентом стоимости. Но поскольку это более качественный эквивалент стоимости, именно в нем динамика рынков и более адекватна, и более осмысленна для анализа и принятия решений. Мы идем в этом направлении практическим путем, постепенно показывая чисто финансовые преимущества и выгоды этого подхода. Золото для нас не фетиш и не грааль, а просто более качественная линейка измерения реальной стоимости активов и товаров. Именно этот смысл заложен в названии канала «Золото, валюта, богатство». Любая валюта – это прежде всего средство измерения. Если золото более качественное средство измерения, то им и нужно пользоваться. Ведь если вы неправильно померили, например, напряжение в сети и взялись за провод, то последствия будут быстрыми и мрачными, аналогичны со средствами измерения стоимости. Практические конкретные финансовые преимущества использования золота в качестве денег при анализе рынка и принятии и реализации решений я на конкретном сравнении показал в роликах, как в 3 раза увеличить доходность инвестиций в недвижимость при помощи золота и как в 3 раза увеличить доходность, не меняя стратегию. Ссылка на них сейчас на экране и под этим роликом в его описании. Я сделал это предисловие о роли золота, чтобы вы не торопились с принятием решений. Во-первых, мы с вами сейчас рассматриваем долгосрочный сценарий поведения доллара к рублю, а это никак непосредственно не должно влиять на принятие текущих краткосрочных решений. Во-вторых, даже если вам вдруг покажется, что формируется долгосрочная тенденция роста доллара к рублю, что пока, на мой взгляд, не очень обосновано, то хотя бы мельком вспомните, что наш долгосрочный прогноз золота к доллару – это более высокая вероятность роста золота к доллару на горизонте 10-15 лет. И тогда возникает вопрос. Если вы вдруг пришли к выводу, что доллар будет долгосрочно расти к рублю, но одновременно вы поддерживаете прогноз долгосрочного роста золота к доллару, то что к рублю будет расти быстрее? Доллар или золото? Ответ, конечно же, очевиден. При таких вводных с более высокой вероятностью золото будет расти к рублю быстрее. Загадка-подсказка. Если доллар за последние 7 месяцев вырос к рублю примерно на 30%, а золото за это время выросло к доллару примерно на 10%, то насколько к рублю выросло золото за последние 7 месяцев? Правильно, примерно на 40%. Это не конкретная рекомендация до тех пор, пока мы не закончили долгосрочный, не сделали краткосрочный прогноз по доллару и не посмотрели золото к рублю. Это вопрос достаточно риторический и умозрительный. В предстоящем ролике мы посмотрим краткосрочный прогноз по доллару, а потом посмотрим золото в рубле. Тогда все станет более понятно. Там я в стиле роликов, как в 3 раза увеличить доходность, не меняя стратегию управления, покажу стратегию поведения, которая позволяет учесть вероятность роста к рублю и доллара, и золота. А сейчас вернемся к вопросу этого ролика, то есть к доллару в рубле. У нас есть 2 сценария поведения доллара к рублю. Первый и второй.
который мы рассмотрели в двух предыдущих роликах. И для практических решений нам необходимы четкие критерии или признаки разделения этих сценариев. Быстрый и короткий сравнительный обзор этих двух сценариев я сделаю на графиках, опубликованных в Дзене. Ссылка на публикацию в Дзене под этим роликом в его описании. Основное отличие сценариев 1 и 2 с точки зрения последствий их развития и управления капиталом – это длительность и размах колебаний. То есть глубина коррекции. Здесь она вот такая, а здесь коррекция более глубокая, возможно, и он более короткий, второй сценарий. Второе – это вероятность достижения максимума 2022 года и возможности его преодоления. Это второе отличие. И последнее, чуть более высокая вероятность у сценария 1 срыва рубля в сценарии девальвации, то есть уход выше максимума 2002 года достаточно существенным образом. Техническое отличие сценариев, по которому мы можем их заранее отличить и предсказать наиболее вероятные последствия, в том, что в сценарии 1 на 3 синих волны, вот этих вот, то есть волны А, Б, С, на 3 синих волны больше. Во втором сценарии этих волн просто нет. Вот он, более короткий, и он без этих синих волн. За счет этого второй сценарий короче. Но зигзаг четвертой волны и пятая волна, вот здесь этот зигзаг и пятая волна, есть в обоих сценариях. В обоих случаях есть возможность растяжения сценария. В первом сценарии растяжение может произойти за счет растяжения синих волн, то есть за счет растяжения вот этих вот волн, и за счет зеленых волн. Во втором сценарии растяжение может произойти только за счет растяжения зеленых волн. Синих там просто нет. Вариант 1 по своему техническому содержанию подобен увеличенному сценарию 2014-2022 года. То есть весь вот этот сценарий некое увеличенное подобие сценария 2014-2022 годов. С точностью до профилей синие и зеленые фазы первого сценария, то есть вот эти вот синяя фаза и зеленая, по своему техническому смыслу подобны. Синяя четвертая, то есть вот это вот, и пятая волна в первом сценарии подобны коррекции и росту 14-15 годов. То есть вот этому вот участку. В 2014-2015 году, вот здесь вот, коррекции и последующим ростом, то есть 14-15 год коррекция, 15 и конец 15-го, начало 16-го, это вот этот вот рост, достраивалась маленькая синяя третья волна, то есть вся вот эта вот третья волна маленькая. А в 30-х годах, вот здесь вот, если будет реализовываться первый сценарий, будет достраиваться большая зеленая третья волна, то есть вся вот эта вот. То есть синие волны достраивают вот эту большую третью волну. Зеленые четвертая и пятая волны в первом сценарии подобны коррекции и росту в 16-20-х годах. То есть вот этой коррекции и вот этому росту. То есть вот это вот зеленый зигзаг и пятая волна, то есть зеленый зигзаг четвертой волны и пятая волна, подобны коррекции 16-го года и последующему росту. В 16-22 году после маленькой синей третьей волны, вот этой вот, идет маленькая четвертая. И далее идет маленькая синяя пятая волна. А в 30-х, 50-х, после большой зеленой третьей волны идет большая четвертая зеленая, вот она, и далее большая пятая волна.
это не полное подобие до цифр и до мелких деталей, а совпадение общих пропорций и свойств поведения. Это так называемое фрактальное подобие. Масштаб отличается примерно на 2-3 шага. Масштаб свечей сценария 1, то есть вот этого сценария, примерно 1-2,5 года. А масштаб свечей картины 14-22 года – это месяцы и недели. Указанное подобие не означает абсолютного и точного совпадения. Также это подобие не означает, что после формирования в 40-х годах пятой большой зеленой волны, вот этого места, падение аналогичного в первой половине 22 году. Вероятность этого высокая, то есть вот этого падения, и читается уже сейчас. Но более адекватно о ней можно будет говорить только тогда, когда сформируется вся вот эта вот картина. У большого зеленого зигзага второго сценария, то есть вот у этого зигзага, тоже есть фрактально подобный зигзаг. Это падение доллара 2003-2007 года. То есть вот этот вот участок. А аналогом пятой большой зеленой волны, то есть аналогом вот этого участка, в этом случае может выступать рост доллара 2008-2009 года. Вот этот вот участок примерно. Так же, как и в первом случае, это не означает абсолютного и полного совпадения, а только лишь подобие. Точно так же, как и в первом случае, масштаб отличается примерно на 2-3 шага. Но то, как доллар поведет себя после формирования большой зеленой пятой волны, вот этой вот, по второму сценарию, будет определяться не подобием с 2008-2009 годом, а тем, с какими параметрами он подойдет к окончанию пятой большой зеленой волны. Повторюсь, сейчас, пока после формирования большой пятой зеленой волны во втором сценарии более вероятным является падение. На графике это пока более вероятная сейчас возможность показана красной линией. Вот эти подобия я вам показал для того, чтобы вы примерно могли посмотреть на них в более меньших масштабах и примерно понять или почувствовать характер возможных движений, может быть, психологию какую-то уловить. Оба сценария несут в себе два типа рисков. Первый риск – колебания внутри коридора 50-125 рублей. Это вот этот вот. Второй риск – существенный выход за границы этого коридора либо вверх, вот сюда вот, или вот сюда, либо вниз, то есть либо вот сюда, либо вот сюда, как вот здесь это показано. Первый риск примерно аналогичен последствиям, которые принесли колебания доллара в 2014-2022 годах, то есть примерно вот в этом участке. Колебания были в диапазоне 50-85 рублей. Но потенциальные колебания сейчас могут быть гораздо шире. Это 50-125 рублей. То есть вот более широкий диапазон этих колебаний будет. Условно их можно назвать не радикальными, чисто финансовыми рисками, не грозящими системными изменениями. Угрозой будут возможные потери покупательной способности накоплениями для физических лиц, а для бизнеса при этих колебаниях доллара будут риски формирования себестоимости для импортозависимого бизнеса и риски формирования выручки для экспортозависимого бизнеса. С учетом того, что потенциальная амплитуда колебаний в 3 раза больше, чем в период с 14 по 22 год, чем в этот период. Для адекватного управления рисками таким компаниям необходимо будет определять размеры своих валютных рисков и управлять ими. Фактически это аналогично тому, как банки и финансовые компании рассчитывают свою открытую валютную позицию и управляют ею. С той лишь разницей, что банки и финансовые компании открывают свою валютную позицию по своему желанию через выдачу кредитов и покупку бумаг в той или иной валюте, а у импорта и экспорта зависимых компаний валютный риск или открытая валютная позиция
генерируется проинвестированной и сформированной структурой сбыта, а у экспортеров их технологическая, это у экспортеров, или технологической зависимостью, себестоимостью от доллара у импортозависимых компаний. То есть в первом случае созданная структура экспорта является генератором валютных рисков. В случае производителей, то есть или импортозависимых компаний, то есть структура сформированной технологии является генератором валютного риска. Максимальные риски, конечно, будут у чистых импортеров и чистых экспортеров. Как, например, это было у некоторых импортеров в первой половине 2022 года. Вот здесь вот. Попавших на высокую себестоимость импортных закупок вследствие скачка доллара в первой половине 2022 года. Вот здесь. И его последующего падения. Вот сюда вот. Этот риск реализовался не только через доллар, но и через евро, юань, турецкую лиру и индийскую рупию. Управлять этим риском нужно было не через уменьшение или увеличение объемов закупок, поскольку ни торговля, ни производство останавливаться не должны, а через управление своей валютной позицией, через фьючерсы и опционы на валюты. С учетом того, что риск широких колебаний к рублю, как мы увидим далее, имеет не только доллар, но и другие валюты импорта-экспорта, то управление этими рисками и выпуск специальных инструментов для этого может стать для финансовых компаний и банков, специализирующихся на доверительном управлении крупными активами, отдельной услугой для импортеров или экспортеров. А с учетом того, что объем экспортно-импортных операций в валютах, отличных от доллара и евро, будет только увеличиваться, рынок управления рисками их колебаний к рублю в ближайшие 10-20 лет будет только расти. В плане роста объемов валютных операций, отличных от доллара и евро, ситуация будет напоминать 90-е годы прошлого века. Сейчас эту тенденцию демонстрирует юань. Уточнение границ колебаний доллара в коридоре 50-125 рублей, то есть вот в этом коридоре. Предмет краткосрочного анализа в меньших масштабах. По доллару мы это сделаем на пару лет в следующем ролике. И постепенно добавим к постоянному прогнозу еще несколько валют. Мы с вами добавим по схеме, которую смотрели на схеме анализа доллара к рублю, еще как минимум евро, юань и рупию. Но до этого, конечно же, как самую ключевую валюту добавим анализ и прогноз золота к рублю. Второй риск, связанный с развитием первого и второго сценариев, как мы с вами упомянули ранее, является значительный выход доллара за границы коридора 50-125 рублей. То есть вот за границей вот этого коридора. Подчеркиваю, не просто выход, а существенный выход. Вверх или вниз. Во втором сценарии существенный выход доллара вниз за границы этого коридора заложен в самом сценарии. Формирование четвертой зеленой волны. Вот здесь вот. То есть риск присутствует прямо в формировании самого сценария. А также после построения пятой большой зеленой волны. В первом сценарии это может произойти либо после построения большой пятой зеленой волны, то есть вот эта вот красная линия показывает этот риск, либо при переходе первого сценария во второй при формировании зеленого зигзага. Вот при формировании вот этого зигзага большой четвертой зеленой волны. Вероятность этого перехода существенна уже сейчас, но более точно она может быть определена только после формирования первой части, то есть вот этой вот части зеленого зигзага, большой четвертой волны. Мы с вами это будем отслеживать, оценивать и показывать стратегию управления рисками. Существенный выход доллара из коридора 50-125 рублей вниз при любом из сценариев будет означать, что в долларовой зоне все совсем нехорошо по сравнению с рублевой. Основной причиной этого будет являться немыслимая эмиссия доллара в последние 10-15 лет на фоне падения реальных показателей экономики Штатов в этот период. Это хорошо видно, если их отражать в золоте, я имею в виду характеристики.
Мы часть из них в будущем посмотрим. Явным проявлением этого падения реальных показателей является затриллионный двойной бюджетный и торговый дефициты США. Помимо падения реальных показателей экономики США, на возможность падения доллара к рублю также огромное влияние будет оказывать уменьшающаяся доля доллара в мировой торговле и инвестициях. На самом деле, как мы увидим далее, когда будем смотреть золото в рубле, относительная динамика доллара к рублю является просто прямым следствием их различий в динамике к золоту. А динамика валют и показатели к золоту просто отражает реальные экономические результаты экономик. Мы это уже немного посмотрели в предыдущих роликах на истории динамики доллара к золоту, которую мы смотрели с начала прошлого века. Сопутствующими опережающими признаками развития сценария существенного падения доллара к рублю, если он разобьется, будет рост вероятности усиления инфляционных процессов в зоне доллара, который первоначально выразится в существенном росте в долларе нефти, газа и золота. В финансовом плане реализация риска существенного падения доллара ниже 50 рублей будет нести в себе увеличение вероятности падения реальной стоимости активов, номинированных в долларе, по сравнению с аналогичными активами, номинированными в рублях. Поскольку вероятность этого сценария в горизонте, начиная от нескольких кварталов, существенно уже сейчас, адекватной стратегией на ближайшие кварталы и годы будет повышение ликвидности как минимум части зарубежных активов, то есть выход из них в валюту или золото. Цель – подготовка к увеличению инвестиционной позиции в рублевой зоне в ожидаемой вершине волны B, вот здесь или вот здесь, или подготовка к увеличению инвестиционной позиции в рублевой зоне в вершине волны 3, вот здесь, в первом сценарии, или вершине волны 5 во втором сценарии, вот здесь. Ситуация повышения ликвидности зарубежных активов через закрытие части позиций в них и выхода в валюту или золото из них в ближайшие 4-6 кварталов сложится благоприятная. Большинство зарубежных активов в валютах своих стран покажут новые глобальные, но слабые максимумы. Слабость этих максимумов будет усиливаться, если эти активы, выраженные в золоте, не покажут аналогичные новые максимумы. Мы эту ситуацию постепенно проанализируем и будем отслеживать. Наибольший рост покажут долларовые активы. Сила их роста будет зависеть от того, насколько сильно штатам удастся распотрошить Европу, Китай, Индию, Бразилию, Британию и Японию. С Россией это потрошение пока выразилось только в аресте части государственных и частных активов. Дальше потрошение России застопорило СВО. Но блокировка Западом и Россией активов друг друга обоюдна. Этим сохранена возможность для условных зачетов. Через СВО на Украине идет торг стоимости этих зачетов. Инструменты зачета – зерновые сделки, поставки урана, послабление в оттоке капитала из России и прочее. Поэтому плач Ярославны и крики «все предатели» – не что иное, либо как полное непонимание всей картины процессов, либо попытки вставить свое рыло в эти зачетные схемы за долю малую. Кроме глупости, зависти и неудовлетворенной жадности в этих заказных псевдопатриотических стенаниях больше ничего нет. Необходимо четко отдавать себе отчет, что Штаты и Европа с Англией заморозили активы не потому, что началась СВО, а потому что они попросту уже не могут себе позволить их отдать. Им просто нечем выполнять свои обязательства. А СВО началась в частности и по причине того, что к февралю 2022 года руководству России это стало очевидно. Но, как мы уже говорили раньше, это существенно, но не самая главная причина СВО. Главная причина – борьба за стратегию выхода мира из глобального кризиса. Стратегия выхода из этого кризиса России, которую осуществляет наш президент, отличается от западных кардинально и по целям, и по предполагаемым результатам.
В той или иной форме аналогичная, но закамуфлированная невозможность получить свои активы из долларовой и еврофунтовой зон ожидает все страны. Просто Иран, Ливия, Афганистан и Россия проходят через это раньше всех. Противоположностью выхода доллара из коридора 50-125 рублей вот здесь или вот здесь вниз является глобальный сценарий выхода доллара из этого коридора вверх, в первом или втором сценарии. То есть либо вот сюда, либо вот сюда. Выход доллара вверх из этого коридора и, подчеркиваю, закрепление выше уровня 120-125 рублей как минимум на несколько кварталов. Это очень важное условие. Будет означать, что для России реализуется менее благоприятный сценарий развития глобального экономического кризиса и противостояния в нем с Западом за сценарий выхода из этого кризиса. Оба рассматриваемых нами сценария пока имеют более высокую вероятность выхода вниз из глобального коридора 50-125 рублей. Вот этот и вот этот. Но первый сценарий чуть-чуть увеличивает вероятность выхода вверх. Как различить то, по какому из двух сценариев будет идти развитие? Критериев или признаков развития первого или второго сценария 3. Первый – это конфигурация волны 4. То есть либо вот это, либо вот это. Второй – это время завершения волны 4. То есть либо вот здесь, либо вот здесь. И третий критерий – это время достижения максимума 2022 года или близкого к нему уровню. То есть время достижения вот этого уровня. Либо здесь, ну либо вот здесь вот, или вот здесь. В первом сценарии коррекция, которая началась в первой половине 2022 года, то есть вот здесь, это синяя волна 4. Она, как мы ранее определили, наиболее вероятно должна быть плоской. В идеале это симметричный или нисходящий треугольник, либо почти прямоугольный флаг. У этого треугольника может быть два варианта. Первый вариант этого треугольника при реализации первого сценария – это условно-симметричный треугольник. Он образуется в случае, если волна С, вот эта вот волна С, образует свой локальный минимум, то есть вот это вот место, не раньше 27 года, и при этом не опустится ниже минимума 22 года, ниже вот этого вот места. А после этого произойдет выход из этого минимума, то есть вот отсюда, вверх, и пробой максимума синей волны 5, B, то есть вот этого максимума, вот этот пробой. В этом варианте пробой максимума волны B будет сильным сигналом того, что начала формироваться синяя волна 5. То есть вот это вот. И начала завершать построение волны 3. То есть это синяя волна 5. Также это будет означать, что прогнозируемый размер пятой синей волны, то есть вот этот вот размер, от ее низа до ее максимума, до проектируемой вершины, с очень высокой вероятностью будет как минимум либо аналогичен размеру волны B, либо в 1,5 раза больше ее. Ну, как здесь примерно показано. Это будет предполагать две вещи, что пятая синяя волна с высокой вероятностью продлится до середины 30-х годов, ну, как это показано здесь. И что ее максимум с высокой вероятностью будет выше максимума 22 года, то есть выше, чем это место. То есть 122-125 рублей. Этот вариант формирования синей волны 4 по типу обычного треугольника, то есть вот этот вот вариант, и далее волны 5, подобен по своим характеристикам поведению доллара в 16-17 годах. То есть вот в этом вот месте. Вот здесь. Подчеркиваю, не точно похож, а подобен. Выражаться это будет в том, что в 16-17 годах, то есть вот здесь, такой треугольник, как мы сейчас рассматривали,
виден в неделях и днях. А в нашем случае, то есть вот здесь, поскольку его длина должна быть как минимум до 27 года, он сформируется в кварталах и месяцах. То есть как минимум на 2 масштаба больше, чем в 16-17 годах. Второй вариант треугольника, который может сформироваться в четвертой синей волны при развитии первого сценария, это нисходящий треугольник с минимумом ниже 22 года. То есть это 50 рублей. Подчеркиваю, два критерия. Не раньше 27 года и минимум ниже уровня 20, то есть минимум 22 года 50 рублей. Для этого его минимум должен сформироваться, ну вот как я сказал, не ранее, и не должен опуститься ниже 45 рублей существенно. Волна B в этом варианте, то есть вот эта вот волна, не должна подняться выше 90-105 рублей. То есть существенно, то есть не должна подняться выше вот этого места. Иначе будет сложно выполнить условия на размер волны С. То есть вот на это вот условие. Она должна быть по размеру не больше, чем 70-80% от волны А. То есть вот от этой волны. В случае, если синяя волна B поднимется выше 105-110 рублей, то есть выше вот этого места, то нисходящий треугольник будет переходить во флаг. То есть формируется вот такая конструкция. Вот так и вот так. Но при выполнении всех остальных условий, то есть примерное время образования второго минимума, то есть вот здесь вот примерно в 27 году, и место образования этого минимума, то есть существенно не ниже 45-48 рублей, то в этом случае нисходящий флаг сыграет такую же роль, как и нисходящий треугольник. Обращаю ваше внимание на то, что минимум 45-48 рублей для этого сценария, вот этот вот, должен быть достигнут не ранее 27 года. То есть до этого должно быть еще как минимум 4-5 годовых свечей. А это 50-60 месячных свечей или примерно 220, 250, 270 недельных. То есть анализ на формирование минимума и разворота в области 45-48 рублей, вот здесь вот этот анализ, в этом сценарии наиболее адекватен в месяцах и неделях, а операционный масштаб, то есть масштаб для работы с позицией, это дневной масштаб. Фрактальным подобием этого сценария нисходящего треугольника, то есть вот так и вот так, в квартальном представлении, если он будет реализоваться, является период коррекции с конца 2014 по середину 2015 года, то есть вот этот, но в дневных данных. То есть аналог на 2 масштаба меньше. Это не безусловное сходство между ними до количества свечей и их размеров, а только лишь условное подобие в части разметки и характера волн или лота. Последним, третьим критерием развития первого сценария в варианте нисходящего треугольника или флага должен быть разворот доллара вверх из области 45-48, вот отсюда. Как мы сказали ранее, не раньше 27 года. И далее подъем выше волны максимума B, вот здесь. С достижением в первой половине, в середине 30-х годов, как минимум области максимума 22 года, то есть примерно 22-25 рублей. Ну, чуть выше или чуть ниже, это не суть важно. Это последнее, третье условие развития курса доллара по первому сценарию через формирование нисходящего треугольника или флага. Переходим к тем признакам, которые позволят определить то, какой сценарий реализуется, первый или второй. Основные отличия второго сценария от первого – глубина пробоя вниз уровня 45-48 рублей, то есть вот этого места. И время этого пробоя. Если пробой вниз происходит включительно до 2024 года, и при этом данные месячного, недельного и дневного масштаба показывают высокую вероятность падения доллара существенно ниже 45 рублей, то есть вот этого уровня, и дают критерии развития этого падения и оценки его возможной глубины, то с наиболее высокой вероятностью
мы будем иметь дело с реализацией второго сценария, то есть с зеленым зигзагом, то есть вот с этим сценарием. Вот так вот. До реализации этого критерия мы обязаны считать, что находимся в реализации первого сценария, то есть вот этого. Развитие синих волн, вот этих вот, либо в варианте растяжения четвертой волны второго сценария, то есть растяжение вот этого сценария. В случае, если в горизонте 3-15 лет произойдет пробой максимума 2022 года, то трактовка этого нового максимума, то есть вот этого или вот этого, то есть к какому сценарию он относится, и, соответственно, сценарий наиболее вероятного поведения доллара будет зависеть от того, был ли перед этим глубокий пробой уровня 45 рублей, то есть вот это вот место. А также от параметров, показанных долларом при пробое уровня 122, 125. То есть тех параметров, которые покажет технический анализ при достижении этого уровня. Но забегая вперед, скажу, что значимый долгосрочный выход доллара за пределы коридора 55-110 рублей, то есть примерно вот этот уровень и вот этот уровень, в ближайшие пару лет крайне маловероятен. То есть более высокой является вероятность того, что мы в ближайшие несколько лет будем находиться в условиях реализации сценария 1. То есть вот этот сценарий, пока в ближайшие пару лет, является более вероятным. Резюмируя тему признаков разделения реализации сценариев 1 или 2, скажу о том, что объединяет эти сценарии. Как я уже говорил ранее, главный стратегический глобальный вопрос ближайшего будущего – это вопрос выхода из коридора 50-125 рублей. Вот из этого коридора. Вверх или вниз. Уже сейчас по тем параметрам, которые показаны долларом к рублю в течение 16-22 годов, то есть вот в этот период, или вот на этом графике вот так вот, можно говорить, что выход доллара из этого коридора вниз существенно более вероятен, чем значимый уход вверх. И реализация первого или второго сценария означает только одно: то, каким способом и в течение какого времени реализуется этот более вероятный исход. Первый сценарий в варианте условно-симметричного треугольника только лишь чуть-чуть увеличивает вероятность выхода вверх, но пока не более этого. В случае, если мы в ближайшие пару-тройку лет получим слабый максимум в районе 105-125 рублей, ну, то есть где-то вот здесь, а вероятность того, что он будет крайне слабым, очень высока, то это усилит вероятность снижения доллара к рублю в область 115-120 рублей. То есть подъем вверх и слабый максимум увеличивает вероятность того, что доллар окажется вот здесь. Ну или вот на этом графике вот так вот. Произойдет это либо по первому сценарию формирования большой зеленой волны, то есть вот по вот этому сценарию, с предварительным формированием синих волн, либо по то есть в случае, если это произойдет по первому сценарию, то есть по формированию большой зеленой волны 4 и потом зеленой волны 5, то вот это падение нужно рассматривать как корректировку всей зеленой конструкции волны 3, вот этой. Либо это падение произойдет, скажем так, то есть по сценарию четвертой зеленой волны в рамках второго сценария.
То есть это либо вот так, либо после формирования пятой волны, и тогда уже идет коррекция всей пятиволновой конструкции, начиная с 30-х годов. Вот отсюда. То есть левый край там даже не видно. Второй вариант развития событий, то есть первый это было достижение максимума. Второй вариант развития событий в ближайшие годы – это колебания в широком диапазоне, примерно 55-105 рублей, с высокой вероятностью формирования тенденции снижения доллара к рублю, начиная с того момента, как доллар достигнет 75-85 рублей. То есть, обращая внимание, то есть, в чем отличие? Доллар высоко не поднимается, но уровень 75-85 рублей – это крайне сильное сопротивление росту доллара. И начиная с этих уровней, вероятность разворота будет уже очень высокая, в случае, если они будут достигнуты. В обоих случаях начало снижения доллара к рублю в первые годы оно будет носить плавный, почти плановый характер. Российская экономика при этом выйдет на темпы роста от 8 до 12% в год. Очевидно, как уже было сказано ранее в этом ролике, что наиболее адекватная стратегия поведения для владельцев долларовых и зарубежных активов при переходе доллара в верхнюю треть диапазона 2022 года – это анализ зарубежных рынков, то есть своих рынков для этих активов, на предмет возможности закрытия этих активов с переходом в доллар или золото, то есть повышение ликвидности этих активов. Переход в деньгу из актива – это повышение его ликвидности. Терминологию просто поясняю. Цель – создания возможности увеличения активов в рублевой зоне. Критерий принятия этих решений – получение при сравнительном анализе российских и зарубежных рынков уверенного подтверждения того, что российский рынок имеет более высокий потенциал роста. Внимание! Речь не о том, что в ближайшие годы, безусловно, все зарубежное нужно продавать. То есть, как только стрелка на часах тихнет, что там сколько-то лет прошло. А о том, что это решение должно приниматься только в том случае, если российский рынок представляет более высокую доходность. Очевидно, что сразу встает вопрос, а как сопоставлять качество и доходность рынков в долларах и рублях? Ответ – никак. Это можно сделать только через анализ сравниваемых рынков в одной единице, в золоте, то есть в одной общей единице, а общей для них, для всех, является золото. И через определение относительной силы рынков по отношению друг к другу. Мы это сравнение в дальнейшем проделаем на примере американских и российских фондовых рынков и рынков недвижимости. С тем, как принимаются решения о выходе из активов в доллар, золото или рубль, мы будем разбираться чуть позже, когда будем смотреть индексы и товары в привычном виде и в золоте. Но суть этого подхода мы уже примерно посмотрели в ролике, как в 3 раза увеличить доходность инвестиций в недвижимость при помощи золота. Ссылка на этот ролик уже была в начале нашего ролика. И есть под нашим роликом его описание. Цель этого выхода из долларовых активов – создание условий, то есть возможностей, потенциальных возможностей, увеличение инвестиционной позиции в рублевой зоне. Анализ на предмет выхода относится и к зоне евро, и к зоне фунта. Подчеркиваю, что продажа активов в одной зоне – это не есть повод для мгновенного перехода, скажем так, в другие активы. Может быть и какая-то пауза. То есть решение принимается не по принципу метания из одного в другое, а может быть какое-то время нужно посидеть в ликвидности. Напоминаю, что в нашей терминологии золото и есть ликвидность. То есть это наиболее качественные деньги. То есть можно просто находиться либо в очень наиболее качественных деньгах, то есть то, с чем мы разбираемся постепенно и подтверждение чему постепенно находим. То есть в золоте, либо в долларе, либо в рубле. То есть то, что в краткой и среднесрочной перспективе является более выгодным. По большому счету, незаконные финансовые ограничения Запада против России введены для того, чтобы создать барьеры и препятствовать этому объективному процессу движения капиталов в обратном направлении.
не рыночными политическими методами. В этом плане сейчас на Западе все как в позднем СССР. То есть Запад может крикнуть: «Здравствуй, СССР, поздний СССР, ты к нам пришел». В следующем ролике мы с вами будем более детально смотреть возможный характер движения доллара к рублю уже в ближайшие пару лет, то есть на среднюю краткосрочную перспективу. А на этом разрешите попрощаться с вами, пожелать вам светлого и ясного взгляда на события вокруг и неизменного везения во всем. До встречи в следующем ролике, друзья.